Вот так я поставлю. Несколько вариантов. Есть вариант снять это все наждачкой. Но, как вы знаете, оригинальные детали, они оцинкованы. И когда ты снимаешь наждачкой до металла, то ты снимаешь слой цинка. Далее, что еще хотел? Я хотел, чтобы толщина лакокрасочного покрытия была приближенной к оригиналу. Значит, получается, что не выйдет просто зашкурить его, замотовить, налить базу и лаком покрыть. Не хочу так делать, потому что когда утолщается слой, я не знаю, возможно, ну кто это примечал, кто примечал этот момент, тот поймет, о чем я сейчас говорю. Когда очень толстый слой на металле, на машине, вот эти все линии, я не знаю, как это объяснить вам, но они выглядят толще. То есть вот эти все, видно, что на машине есть толстый слой краски. Я не знаю, как это объяснить, но это так. Особенно это видно на арках крыла, когда идет полоса заводская. Там такой плавненький, как бы остренький подворотик. А когда начинают заливать там уже по второму, по третьему слою, эта плавная линия такая вот четенькая, она превращается в такой размазанный, смазанный такой скат просто, круглый. Это сразу бросается в глаза. Но я хочу оставить грунт. Поэтому способ снятия краски съемником краски, вот такие баллоны, да, расстелить, чтобы эта краска вся вспучилась и просто убрать ее. Отметаем. Сделаю следующим образом. Я сточу по возможности аккуратно наждачками базу, ну то есть лак, базу сточу до грунта. Грунт оставлю заводской. Я думаю, все должно получиться. Сейчас я все подготовлю, весь инструмент, а вы пока что можете посмотреть, что было сделано с этим багажником, ну, до вот этого момента.
Здорово. Снова. Короче, ну вы видели, да, что было сделано? Ту ржавчину, которую я пытался пескоструем сбить, в итоге ту ржавчину я удалил другим способом. Он, кстати, очень классный. Возможно, покажется противоречивый метод. Окей. Вот так. Вот реально просто попробуйте. Просто попробуйте. Вот когда остаются кратеры, которые никак не убрать. ВД и щетка. А лучше на шуруповерт щетку. Что потом, да, вы думаете? Блин, там же все в жире будет, как потом? Да то очень просто. Технический спирт. А потом что? Ну, его ж надо как-то выцелить. Компрессор, ребята, компрессор. Туда залили, компрессором все выдуваем. Никакого жира там не будет. И в итоге, вот это белое, то, что вы видели, да, это вот эта вот краска. И сверху на нее, я ее чуть-чуть замотую скотч-брайтом, и сверху на нее я просто покрою тонкий слой базы. И так как там внутри, там, в принципе, можно не покрывать лаком, просто чтобы не светилось это белое. Вот это классная вещь. Кто не доверяет этой фирме, вот это можете взять. Проверено временем. Тоже не реклама, но, блин, я не знаю, лучше краски не найдешь. Видите, обклеил канты, обклеил острые линии, чтобы машинкой не сбить до металла, чтобы остался грунт. Сейчас машинкой я быстренько, конечно, пройду, но вот здесь вот надо будет эти все нюансы тоже как-то вручную, наверное, обыгрывать. Не хочется мне слишком увлечься и снять до металла. Такой результат пока что. Есть протертости до металла. Все-таки по границам я прошелся чуть-чуть. Есть местами светится металл. Но у меня есть грунт для цинка именно. Правда, он уже такой старенький у меня. Грунт для цинка. Единственное, что он однокомпонентный. Но фирма хорошая. Вот видите места. Вот эти вот места сейчас продую чуть-чуть. Чисто тоненьким слоем. Вот тут есть протертости, в общем. Сейчас продую этим праймером. И на сегодня, наверное, все. Уже тогда в следующий день я сюда приду. Буду наносить черный грунт. Вот это вот. Я так понимаю, что это заполняющий грунт. И, скорее всего, что надо черную основу для моей базы. Здесь, кстати, у меня есть с регулятором вот такой колпачок. И можно точкой. Я поставил сейчас точку, потому что здесь много не надо. Ну что, начнем. Вот такие места надо продуть. Все, в общем, пауза.
Короче, полнейшая херня. Я не знаю, или краска, или грунт густой. Он просто фигарит воздухом, но подачи 0, хотя подача выкручена в полную. Ай, залил пятнами просто. Ну, смотрите. Это выглядит как будто бы раптор какой-то. Вообще полная шляпа. Но ладно, грунт есть грунт. Грунт хрен с ним, там заводской есть. Так что нормально. Я надеюсь, что адгезия будет нормальная. Но вообще пистолет очень маленькая дюза у него. У него 0,8 дюза. Это очень мелкая дюза. В принципе, мы когда красили, там другу пробовали бампер красить, но вышло нормально. Я не знаю, почему он сейчас так сыграл странно. В общем, ладно, мой пистолет, сейчас включимся. Ну это, конечно, капец. Я, короче, понял, в чем фигня. Просто был слишком густо намешан грунт. Надо больше его разводить с разбавителем. Не знаю, что делать, пройтись повторно. Еще один слой. Но я думаю, сейчас в любом случае надо сошкуривать. Если уже будут слишком пятна белесые, то надо будет еще раз тогда все это делать. Но, конечно, да. Вот так красится машина, когда красишь сам. Внутри сейчас 9 градусов. Были открыты ворота. Влажности нету. Так что, в принципе, условия для покраски более-менее. Ну и все-таки хороший способ. Покрасил там, загнал, здесь нету ни пыли, ни какой-то там осадка какого-то. Вот так и буду делать, короче. Подготавливаю деталь, выгоняю, за воротами крашу, загоняю. Но это выглядит ужасно, блин. Ладно, посмотрим. У меня намешана краска тут под цвет кузова. Поэтому должно быть все нормально. Да. Те, кто не подписан, подписываемся на канал. Ждем вот таких видосов трэшовых с покраской. А пока что сегодня я решил ехать домой, но для вас это не конец видео, так что смотрим дальше. В общем, я понял, что дешевые пистолеты это... Помните комплекты? У меня обзор был. Я комплект распечатал. Хорошо, что это просто грунт. Я смогу это все сошлифовать. Но сейчас слой толстый. Но красить им базу какую-нибудь или еще что-то, то просто с мусором летит все. Все, еду домой. Для меня пройдет пару дней, для вас 2 секунды. Yourself a merry little Christmas night, and have yourself a merry little Christmas. Up, 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 up. We go. Ну что, друзья, прошло 2 дня, были выходные. Сейчас я шлифую кругом грунт и база лак.
это пиздец. Ладно, сейчас она этот слой подстынет. Задница полная. В общем, все плохо. Не получается у меня с покраской. Вот что это за херня? Да, ну. Короче, я постараюсь еще сделать и, наверное, просто увидите конечный результат, потому что, ну, сами видите, работа идет очень плохо. Крутанул нечаянно пистолет и струей просто фуганул. Скорее всего, сейчас это все засохнет, буду опять шкурить, снимать вот это. Мусора налетело, непонятно. Вот что это за кратеры, блин? Каждый должен заниматься своим делом. Попытка номер 2. В этот раз лучше. Ждем, в общем. Что подсыхает. Но сейчас вроде бы ничего, да, выглядит. И на мой взгляд, это уже что-то. Вот здесь только есть кратер небольшой. Вот тут. Я думаю, что я вот так и оставлю. Не буду сейчас ничего добавлять. Сейчас вот здесь подсохнет до конца краска. И буду наносить лак. И все, и с этим багажником хватит с меня. Сейчас жду, пока высохнет. Прохожусь липкой салфеткой, мешаю лак. Первый слой тонкий напыл, 5 минут жду. Средний напыл, 10 минут жду. И тогда уже последний слой. 3 слоя попробую. Должно получиться все нормально. Перестал выгонять на улицу. Как есть, так есть. Здесь буду красить. Потому что пока я выгоняю, видно, эти ворота открываются, и с ворот летит весь мусор и опадает. Поэтому пока что как есть. Буду потом все отмывать тут. Ой, да, покраска это не мое. Вот чем надо учиться заниматься, и то, что мне нравится делать. А покраску оставим кому-нибудь другому. Намешал 100 миллилитров. Такой лак. 2 к 1. Да, не перепачкаться. Перчатки надо вложить. Да, запах, конечно, жесть.
Я не снял, короче, я только что сделал легкий напыл, сейчас 5 минут ждем. И второй слой тогда накрываем, такой средний уже. Сижу пока что в машине. Ой. Да, покраска, конечно, это такое себе. Но ничего, справлюсь. Мне главное не унывать. Раз уж начал, уже надо до конца доделать. Вот, так что хотя бы багажник покрасить. Сейчас жду, в общем, и иду обратно. В бой. Так, прошло 10 минут. Лак чуток растекся. Но видно, что не хватает еще слоя. Сейчас мою пистолет и просто уваливаю отсюда. Уже завтра тогда приезжаю, смотрю, что здесь происходит. Так что для вас мгновение, для меня я посплю даже, успею отдохнуть. Ну вот, друзья, прошло фиг знает сколько дней, короче, у меня настрой поднялся, немножко отошел от всей этой бредятины. Мусора на капоте, точнее на багажнике, очень много. Но он сошлифуется. Видите, мусор есть он, но он сошлифуется. Ничего страшного. Блеск достойный, по-моему. Цвет, по-моему, такой же, как и у моего Мерседеса. Все должно быть хорошо. В общем, на этом, наверное, все пока что. Следующее видео будет о том, как я его буду ставить. И я думаю, что оно не будет таким длинным, как это видео. Так что все, не тратим ваше время, не тратим мое.
Ставим лайки, подписываемся на канал, ждем новых видео. Всем удачи, всем пока. С наступающим!